Привет, друзья! Я думаю, каждый из вас в жизни сталкивался с такой ситуацией, когда ты начинаешь встречаться с девушкой, и вначале все идет хорошо. Ну, просто отлично. Она вкладывается. Ты ощущаешь с ее стороны это желание побольше времени побыть с тобой, чаще видеться и проводить время. Но потом происходит определенный момент, когда ты ощущаешь с ее стороны некий холодок. Как будто бы те чувства яркие и желания, которые она к тебе испытывала, они потихоньку улеглись. В чем это может проявляться? Какие симптомы? Например, она может отменить встречу, потому что устала. Она пишет: давай не сегодня, я прям на работе так вымоталась, давай в другой раз. Или: извини, я уже сегодня договорилась с подругой пойти по магазинам, так что не получится. И в конце добавляет смайлик, чтобы сообщение выглядело так-то дружелюбно. То есть девушка ставит в приоритет другие, любые свои дела, но только не тебя. То есть, в принципе, на тебя еще совсем не пофиг. Формально отношения, они еще существуют, да? Но ты уже не в приоритете. Почему так происходит? Ведь раньше она могла после работы, уставшая, с другого конца города, с 3 пересадками, прилететь к тебе домой, чтобы провести с тобой время. Дело в том, что 9 из 10 женщин, которых ты повстречаешь на своем пути, руководствуются исключительно эмоциями. Так называемые дофаминовые наркоманки. А поскольку мужчина со временем, конечно же, расслабляется, она уже моя, как-то уже привык, и становится более удобным, более комфортным, более прогнозируемым. А женщине, которая руководствуется преимущественно чувствами, такой расклад не устраивает, и ее влечение к тебе постепенно начинает снижаться. Отсюда и проявляются все эти симптомы: я там устала, давай не сегодня, у меня там запланирован уже вечер и так далее. То есть женщину в данной ситуации, если провести аналогию, можно сравнить с колесами на велосипеде, которые постепенно начинают сдуваться. Ехать вроде бы можно, но некомфортно. И к тому же многократно возрастает риск пробить колесо на каком-нибудь камешке. Поэтому нам важно подкачать это колесо и дать девушке дозу эмоций, пробудить в ней страсть. Но сначала давай разберем ошибки, которые мужчины часто совершают и тем самым усугубляют ситуацию еще больше и еще быстрее. Первая ошибка – это претензия. То есть мужчина начинает негативить, агрессировать. Ах, ты с подругой, значит подруга важнее, чем я. Или включает альфа-самца и начинает ставить какие-то ультиматумы. Либо ты приедешь, либо я делаю вывод, что ты меня не любишь. И мы прощаемся. То есть у мужчины появляется такая иллюзия контроля, что, мол, я сейчас стукну по столу кулаком, и она будет меня слушаться. То есть я займу сильную позицию, буду доминировать в отношениях. На самом деле сильная позиция – это не когда ты негативишь на женщину, а она слушается. На самом деле все эти действия от беспомощности. Потому что мужчина понимает, что девушка от него ускользает, что она становится более холодной. И это сподвигает его к подобным действиям. Но здесь есть один нюанс, что любая агрессия, любой негатив, он всегда приводит в итоге к конфликту. А конфликт для женщины, если ты в него вступаешь, ты в любом случае проиграешь. Что для нее это означает? Это означает неспособность к решительным действиям. То есть ты терпишь, ты зависим, а значит ты слаб. Если ты слаб, она априори не может испытывать к тебе чувства и влечения. То есть они начнут угасать. Если они какие-то еще были, они начнут стремительно угасать. Поэтому вот эти все выяснения отношений, они не приносят нам никаких дивидендов и серьезно усугубляют ситуацию. Поэтому убираем. Вторая ошибка – это уговоры и упрашивания. А давай ты погуляешь сейчас с подругой, а потом ко мне приедешь. А, ты устала? Ты приезжай ко мне, у меня отдохнешь. То есть здесь мужчина чувствует, что что-то не то, девушка становится холоднее, но он не хочет этого замечать. Да, он как бы такой в домике. Вот я сейчас стану более комфортным, более удобным, и как бы все наладится, и успокаивает себя. То есть мужчина находится на той стадии уже зависимости, когда
ценность девушки очень высока, что он не хочет этого замечать. Он хочет подстроиться, и чтобы все было как раньше. Но что видит женщина? Она видит нуждаемость. А это в разы сильнее отталкивает женщину. И она еще стремительнее теряет к тебе всяческие эмоции. Поэтому убираем. Третья ошибка – это показать девушке, что ты обиделся, чтобы она это заметила. На что мужчина рассчитывает? Что она это заметит, что ее это как-то тронет, вызовет какое-то чувство жалости, что она начнет его уговаривать, просить прощения. Но мужчина здесь забывает один маленький факт, что для того, чтобы женщина вложилась, твоя значимость должна быть на очень высоком уровне. А учитывая, что она отменяет встречу, как думаешь, какова твоя ценность? Ну, конечно же, никак в первой встрече. Поэтому ничего, кроме зависимости, девушка здесь не увидит. И снова же усугубление ситуации. Поэтому не делаем так. Четвертая ошибка – это резко пропасть и не отвечать вообще. То есть кто-то где-то слышал, что вот нужно дистанцироваться. Вот я сейчас пропаду и буду наблюдать, что там да как. Но фишка в том, что он делает это неправильно. В итоге девушке понятно, что ты совершаешь подобные манипуляции из-за нее. То есть для нее это какая-то снова обида, истерика. Она начинает писать: а что случилось? Ты что, обиделся? Да, куда пропал? И даже когда ты выйдешь на связь и напишешь, что все нормально, для нее это все равно будет ощущаться как обида. А обида – это зависимость и слабость, что также отталкивает любую женщину. Итак, друзья, решение. Я дам два способа. Первый способ, он более размеренный, осторожный, требует определенного времени. Второй же более рискованный, жесткий, но быстрый и даст большую долю эмоций. Женщины от подобного получают огромный кайф и удовольствие. Итак, первый сценарий. То есть она напишет: слушай, я сегодня запланировала встречу с подругой, давай в другой раз. Что мы пишем? Мы пишем: окей, хорошо, без проблем, в другой раз. То есть что мы делаем? Мы показываем, что нас это не особо волнует. У нас есть своя насыщенная, яркая жизнь. То есть мы заполним этот вечер своими делами, без особых проблем. Но важно, после этого мы делаем обязательное дистанцирование. И не такое, как просто пропасть. Да? Многие мужчины думают, что дистанцирование – это нужно просто пропасть, да, и потом выйти на связь через какое-то время. Правильное отдаление – это когда девушка не понимает, что происходит, но чувствует, что что-то не то. То есть напрямую уличить тебя в том, что ты обиделся, нельзя. Не получается. Как же это происходит на практике? Через какое-то время женщина нам пишет сама. Мы до этого ей сами не пишем. И дальше мы делаем так называемую рваную коммуникацию. То есть общаемся нестабильно, непрогнозируемо, с задержками. То есть когда-то мы можем ответить через 5 минут, когда-то через 3 часа. При этом очень важный момент. Мы общаемся дружелюбно. Можно и нужно иногда добавлять сообщения, смайлики, улыбочки. То есть мы общаемся вежливо, доброжелательно. Это один из самых ключевых моментов. Третий аспект. Вопрос о следующей встрече, о назначении встречи мы сами не поднимаем. Ты спросишь, а до какого момента? Встречаться же когда-то надо. Здесь мы уже смотрим, ориентируемся на свои ощущения. То есть если мы почувствуем от девушки тот запал, ту искру, которая была раньше, да, это читается между строк в сообщениях, то есть сообщения становятся такие более насыщенные, да, не просто какие-то отписки, да, не сегодня, давай в другой раз, а уже более, то есть девушка вкладывается, когда пишет, там, смайлики, поцелуйчики, то есть общается с большей отдачей, ты снова ощущаешь этот интерес с ее стороны. В этом случае можно попробовать еще раз намекнуть на встречу. Либо второй вариант, мы ждем, когда она, собственно, сама предложит нам встретиться. И, как показала практика, этот вариант наиболее вероятен, если мы все сделали правильно. Потому что женщина чувствует это отдаление, уличить тебя в том, что ты обиделся, она не может, но чувствует, что ты ускользаешь. А принцип ближе-дальше, он всегда работает. То
То есть, когда человек отдаляется, другому человеку на уровне инстинктов всегда хочется с ним сблизиться. Второй способ более жесткий, более быстрый. Это пропасть вообще с радаров. Выйти в офлайн на сутки двое. Ты можешь сказать, а чем это отличается от неправильного дистанцирования? Ты же говорил, это ошибка пропадать резко. Здесь, как обычно, есть маленький нюанс. Когда мы выходим на связь, у нас всегда должна быть причина. И мы пишем первые. Привет, смайлик. Я вот только что восстановил свой телефон. Промучился 2 дня. А ты как отдохнула или погуляла? То есть мы пишем сами для того, чтобы исключить сценарий обиды. А смайлик этот нюанс укрепляет. А сейчас внимание. Знала ли девушка про то, что твой телефон сломался? Нет, не знала. А это что-то меняет? Нет. Она испытала эти эмоции. Для ее подсознания не важно, что произошло, но свою дозировку этих эмоциональных переживаний она прожила. Конечно, вот этот более рискованный быстрый метод часто использовать нельзя, потому что если у тебя каждый раз будет ломаться телефон, как-то будет подозрительно. Важно этот метод использовать вовремя. Он будет максимально эффективно работать, если ситуация еще не запущена. То есть она там 1-2 раза всего лишь отказала или перенесла встречу. Поэтому очень важно нарабатывать экспертность в общении с женщинами для того, чтобы вовремя замечать, чувствовать вот эти переломные моменты, когда можно использовать данные методы. То есть все приходит с практикой. Вкупе с твоим нужным состоянием, к нему надо прийти, все это будет работать на автомате. И появятся нужные реакции в нужное время на недопустимое поведение женщины. А главное, отпадут все вопросы, а нужно ли заниматься всей этой фигней? Это же все так сложно. Итак, друзья, резюмируем. Как только ты чувствуешь, что девушка начала терять к тебе интерес, и ты видишь, что она ставит в приоритет тебе и времяпровождения с тобой какие-то другие важные для нее дела, это тот самый переломный момент, когда нельзя терять ни секунды времени. Начинай действовать. Дай женщине контрастную, яркую эмоцию. Дай ей эту дозу. Накачай колесо. Ты увидишь снова в ее глазах тот огонек, ту искру, которая когда-то была в самом начале. И то желание снова поскорее тебя увидеть. Друзья, жду ваших историй в комментариях и скоро увидимся.